Представьте себе зимнее утро в средневековом замке. Снаружи метель, холодный ветер свистит в бойницах, стены промерзли, а внутри не тепло, как можно подумать. Замки, какими бы величественными они ни были крайне неудобны для жизни зимой. Сегодня разберемся подробно, как именно грелись люди в средневековых замках, какие технологии использовали и почему даже короли часто мерзли в своих тронных залах. Главная причина холода в замках – это сами материалы. Камень прекрасно держит тепло, но медленно прогревается. Толстые стены, часто до 2 метров, были созданы для защиты, а не для уюта. В результате, даже если в комнате разводили огромный огонь, стены все равно оставались ледяными. Они впитывали тепло, не отдавая его обратно. Кроме того, в замках почти не было утепления. Щели между камнями заделывали известковым раствором, но он не спасал от сквозняков. Окна небольшие, часто без стекла, лишь с натянутой промасленной тканью или слюдой. Поэтому замки больше напоминали каменные холодильники, чем жилые дома. Главным способом обогрева были камины и открытые очаги. В раннем Средневековье в центре большого зала просто разводили костер. Дым уходил вверх через отверстие в крыше, примитивный дымоход. Такое решение было крайне неэффективным. Часть тепла уходила вместе с дымом, а помещение заполнялось гарью. Позже, начиная с XIV века, появились камины с дымоходами. Это стало настоящей революцией. Камера топки стала встраиваться в стену, а дым уходить через вертикальную трубу. Но даже такие камины не могли эффективно отапливать большие помещения. Чтобы хоть как-то сохранить тепло, камины делали огромными, порой высотой с человека. В них сжигали целые поленья длиной до метра. Но даже тогда тепло ощущалось лишь вблизи огня, примерно в радиусе 3-5 метров, и уже в нескольких шагах температура резко падала. Чтобы согреться в спальнях или небольших комнатах, использовали переносные жаровни. Это металлические или глиняные чаши, в которые клали раскаленные угли. Их ставили под кресла, к кроватям, под столы. Были и специальные грелки для ног, небольшие ящички с углями, которые ставили под скамьи. В особенно холодных условиях применяли постельные грелки. В них засыпали горячие угли или камни, затем ставили под одеяло, чтобы прогреть постель перед сном. Но пользоваться ими нужно было осторожно, нередки были пожары или ожоги. В разных странах Европы подходы к обогреву замков отличались – Франция и Англия. Здесь в ходу были огромные каминные залы, это был символ статуса и богатства, однако тепло в них держалось плохо. Для уюта стены обвешивали гобеленами, которые не только украшали интерьер, но и немного изолировали холод. Германия и Швейцария. Здесь рано появились так называемые изразцовые печи. Они давали больше тепла и дольше его сохраняли. Плитки из обожженной глины аккумулировали тепло и постепенно отдавали его в комнату. Такие печи – предшественницы современных кафельных печей. Скандинавия. В суровом климате северных стран особое значение имели компактные замкнутые печи. Там стремились уменьшить утечку тепла и чаще использовали дерево, а не камень в строительстве. Парадоксально, но сама структура замков мешала удерживать тепло. Большие залы с высокими потолками создавали огромные объемы воздуха, которые трудно было прогреть. Тепло уходило вверх, а у пола сохранялся холод. Многие замки имели внутренние дворы, где гулял ветер. Двери между помещениями почти не закрывались плотно, ведь замок должен был быть проходимым и оборонительным. В результате сквозняки гуляли повсюду. Спальни нередко располагались в башнях, еще более холодных помещениях. Чтобы хоть как-то согреться ночью, люди спали в плотной одежде, иногда даже в мехах под несколькими слоями одеял. Средневековые жители понимали, если нельзя нагреть камень, можно хотя бы сохранить собственное тепло, поэтому активно использовали текстиль, полы застилали толстыми коврами, стены – тканями или шкурами животных. Занавесы вокруг кроватей служили не украшением, а практической мерой. Они создавали своеобразный тепловой кокон, защищая спящего от сквозняков. Мебель тоже имела функциональные особенности. Например, массивные кровати с балдахинами и плотными шторы, скамьи с крышками, которые закрывали жаровни. Все это было частью системы выживания в холодном каменном доме. Одним из самых теплых мест в замке была кухня. Здесь постоянно горели очаги, кипела вода, жарилось мясо. Не случайно слуги, особенно зимой, старались подольше задержаться именно там. Иногда через кухню даже проводили переходы в жилые комнаты, чтобы часть тепла попадала внутрь.
Интересно, что кухонные помещения нередко строили отдельно от главного корпуса из-за опасности пожара, поэтому тепло оттуда редко доходило до покоев хозяев. К концу Средневековья, ближе к XV веку, инженеры и архитекторы начали искать способы равномерно распределять тепло. В некоторых замках Германии и Чехии начали применять систему скрытых дымоходов. Горячий воздух от топки направлялся по каналам в стены или пол, создавая эффект теплых стен. Это был прообраз современной системы отопления. Такие решения были редкими и дорогими там. Их могли позволить себе только богатейшие дворяне или короли. Даже самые совершенные камины не могли полностью избавить замок от дыма. В ветреную погоду дым возвращался обратно через трубу. Одежда, ткани и волосы постоянно пахли гарью. Это считалось нормой. Копоть оседала на потолках, а стены со временем чернели. Для проветривания открывали двери и баяницы, но тогда в помещение снова врывался холод. Средневековый замок – не уютное жилище, а скорее холодная крепость, приспособленная для выживания, а не для комфорта. Главными источниками тепла были камины, печи и жаровни. О тепловом комфорте речи не шло, люди согревались одеждой, мехами и горячей едой. Лишь в позднее Средневековье, с развитием каминных технологий и изразцовых печей, жизнь в замках стала немного теплее. Но даже тогда теплая комната считалась роскошью. Можно сказать, что люди того времени привыкли к холоду и воспринимали его как естественную часть повседневной жизни. Ведь замок строили, чтобы защищаться от врагов, а не от зимы. Если вам понравилось, поддержите канал, подпишитесь, чтобы не пропустить новые материалы. Ваша поддержка вдохновляет меня на создание еще большего количества интересного и полезного контента. Пусть ваш день будет наполнен радостью, вдохновением и добрыми событиями. До новых встреч!